Борис занимался фермерством уже не первый год. Начинал с разделывания картошки, чуть не прогорел, никому она оказалась не нужна. Влез в долги, чуть дома родительского не решился. Потом купил 100 бычков, откармливал, а мясо девать никуда, напрямую с ним никто работать не хочет, нет реализации и все. Перекупщики бьют по рукам, снижая цену. Сал Борис и бычков на мясо, только расход оправдал, в минус не ушел, остался по нулям. Свиней разводить и пробовать не стал, там еще сложнее, поросята болеют, умирают. И тут кто-то посоветовал завести барана. Ну и овец, конечно же. Кто не знает, это одно и то же. Не смейтесь, вот Борис, например, не знал. Вернее, просто не думал об этом, а когда столкнулся с этим, открыл для себя самого много нового. Оказывается, овцы вообще сами регулируют численность, когда их мало, они рожают больше, а когда их много, они рожают меньше. Много чего инверсного он узнал об этих лохматых животных. А что площадь у него взвалила, построил навес, запустил животных и думать забыл о заботах и проблемах. Только сено на зиму покупает. Борис не беспокоился, всегда покупал рулон готового сена, и дело пошло. Баранье мясо пользуется спросом у многих кавказских народов, у мусульман оно тоже. Они не спрашивали справки, документы, просто приезжали с Борисом и выбирали барашка, покупали и уезжали. Переселенцев оттуда было много в наших краях. Живут в съемных квартирах, сами держать барашка или овечку нигде, а тут Борис. Вскоре он стал чуть ли не самым уважаемым человеком среди них. Да еще и рестораны покупали с удовольствием у Бориса баранину. Однажды в дверь к Борису постучалась пожилая женщина, да почти старуха. Пробормотала что-то и ушла, он так и не понял, чего она хотела. Пытался ее окликнуть, узнать, может, помощь нужна, да и перешагнул через порог, когда звал, а старушки и не было. И с той поры у Бориса опять пошли хуже некуда, овцы стали болеть, сено стало портиться. Чего он только не делал. И вот один из старейшин аксакалов, которые были у него покупателями, сказал Борису: «Порча на тебе лежит, бабка старая, но с крючком не приходила». «Приходила», — говорит Борис. «А ты домой ее пускал?» Она порог переступала, спрашивает старый грузин. «Нет, я сам переступал, когда переспросить ее хотел», — сказал Борис. «Это плохо. Ты сам на себя принял то зло, которое она тебе за дверью оставила. Если бы переступил порог утром, то ничего бы не было. С первыми петухами все зло само исчезает, так что же теперь делать?» — спрашивает Борис. Спросил он чисто из уважения, он сам не верил в это. 21 век на дворе, какие могут быть порчи, сглазы? Тебе надо дома домового завести, он будет сам отваживать неприятности. Я вот вижу, что у тебя дома нет хозяина, только надо взять маленького и самому вырастить, и тогда все беды уйдут. А старого не бери, он тебе не поможет, он зачастую сам в помощи нуждается, сказал старик. Вот не думал я, что у нас на родине люди верят в такое, думал только у нас у русских, домовые, лешие и кикиморы, сказал Борис. А ты не думай, а делай дело. Хранители очага во всех народах есть, хоть у русских, хоть у грузин, хоть у негров в Африке, сказал старик и ушел. Легко сказать, заведи домовых, это что, котята? Пошел на рынок и прикупил парочку. Борис хоть и не верил в это, но решил попробовать. А тут еще как раз у него овца сбежала, но он и решился. Наверное, надо у бабки какой-нибудь у знахарки спросить, как все это делается. Аксакалам наши традиции как, то роднее, ближе к телу, что ли.
Разыскал Борис такую старушку и стал расспрашивать, как ему найти домового, чтоб ее младенца. Бабка свечи зажгла, бормотала и говорит: «Вижу будущее, не пытайся сделать то, что само к тебе идет, что ищешь, то само уже тебя ищет». «А как я узнаю это?» — спрашивает Борис. «Узнаешь что?» — бабка будто проснулась вдруг. «Ну, младенец домовой, как он хоть выглядит?» — спрашивает мужчина. «Ну, как обычный младенец и выглядит, только маленький, сантиметров 20, не больше, и личико у него сморщенное, будто у старика, и бородка у него может быть, на гномика похож, только должен быть совсем нагой, если на нем какая-нибудь одежда имеется, значит, он не твой», — сказала старуха. Вернулся Борис домой, кругом голова от всего этого. Рассказал жене, а она тоже не поверила. «Дурят нас все эти знахарки и колдуны, только чтобы денег им заплатили, да побольше, да в том-то и дело, что никаких денег она с меня не взяла». Прошла неделя, затем другая. В делах и заботах Борис уже позабыл о всех этих домовых, бабках и аксакалов. У него в районе конкурент завелся, богатый, молодой, крепко стоящий на ногах. «Давай, — говорит, — выкуплю твою овчарню, и ты больше не путаешься у меня под ногами», и цену он предлагает фантастически смешную. Даже половина оставшихся у Бориса овец столько не стоят. Так этот молодой парень стал угрожать выкрасть дочку Бориса не в открытую, а намекал, что с дочкой может случиться неприятности. Как с овцой, которая у Бориса сбежала, если тот откажется. Так он и об этом в курсе. Борис уже и не знал, что и делать, и даже хотел сдаться. «Папа, ты только посмотри, кто к нам вернулся, та сбежавшая овечка пришла и таких смешных куколок принесла», — кричала утром дочка. Было воскресенье, и Борис еще спал. «Ну что там еще такое?» «Только хотел выспаться», — недовольно сказал он. Когда Борис вышел во двор, то обомлел от увиденного. К нему вернулась та сбежавшая овца. Она немного обросла шерстью. И вот в этой самой шерсти, как в коконе, сидели 3 маленьких гномика или пупсика, голенькие полностью, сантиметров 20 ростом, ну прямо как настоящие младенчики, только в миниатюре, и у одного из них была тоненькая серенькая бородка. В руках у куколок была веревка, которая словно божий обвивала шею овцы. Веревка была явно спереди, на из ее же шерсти. «Что за диво такое?» — подумал Борис. Куклы словно сами поймали овцу и привели домой. Но они же были всего лишь навсего куклы идут. Мужчина вспомнил слова старушки-знахарки, так вот, что она имела в виду. «Папа, а можно я возьму куколок себе?» — стала клянчить. «Нет, милая, это особенные куколки, в них нельзя играть, их нам добрая фея прислала». «Папа, тебе обязательно купят других куколок, каких только пожелаешь», — сказал Борис. Он бережно взял младенчиков, уложил в корзинку с мягким стеном, каждому отдел какую-то одежку от дочки, их куколок и убрал на чердак, так ему советовала знахарка, и прямо в тот же день у Бориса выздоровели все овцы, которые болели. Еще через 3 дня разделись ягнята от овец, которые вроде беременны то не были, никто и не ждал такой богатый приплод. Дела с каждым днем стали все лучше и лучше. Однако конкуренту это положение вещей совсем не нравился. Он решил выполнить свою угрозу, послал 2 головорезов, чтобы те тайно ночью выкрали дочку Бориса прямо из его дома, чтобы потребовать взамен отдать ему ферму. Когда злоумышленники пробирались в спальник девочки, ни с того ни всего на одного из них прямо сверху упала коса. Ее вроде не было там никогда. Борис не хранить такие вещи в дома за дело по касательной, но пальцы на правой руке отрубило, прямо как в старину рубили вору руку. Не успел он заорать от боли, как вместо него заорал 2
наступил прямо на ржавый гвоздь и, пропоров ногу насквозь, так и остался стоять гвоздем в ноге. Переполошился тогда весь дом, пока Два подбирал свои пальцы. Тут и полиция подоспела, арестована, и не стали скрывать, кто и зачем их послал, и Ион Кернт оказался вместе с ними. На скамье подсудимых посадили всех троих за попытку похищения ребенка. Барри с тех пор носил домовым на чердак только самые вкусные вещи, постарался в корзинку понапрасну не заглядывать и всем остальным домашним велел тем же самым заняться. Вот такие вот дела. А вам спасибо, что дослушали до конца. Забудь подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, конечно же, огромное вам спасибо за ваши лайки и комментарии и подписки, это очень сильно помогает развитию канала. Всего вам хорошего!